Всем привет! С вами Таня Генерал. Сегодня расскажу вам очередную душераздирающую историю об интернациональных браках, о браке с американцами. Но прежде чем мы с вами приступим, прошу обратить внимание, прямо позади меня главная достопримечательность города Хьюстона, самая высокая точка нашего города, ненатурального происхождения, специально насыпали ее 3 года, возили тоннами и килограммами, вот навозили вот такой вот холм. Обзорная площадка, можно сказать. Также, пока буду болтать, покажу вам немножко вокруг. Прекрасный субботний полдень, много людей, там готовится свадьба. Тоже есть интересное, что посмотреть. Там вон еще французский бульдог сидит. В общем, есть что посмотреть. Нам с вами огромную благодарность объявила героиня одного из подобных видео. Девочка, которая жаловалась на то, что лет ей уже много, и жизнь абсолютно бессмысленна, и жить ей больше не осталось ни для чего. Благодаря вашему активному участию, вашим комментариям, вашим советам и рекомендациям, в общем, человеку сильно полегчало, жить стало для чего, а она вам всем шлет привет и 1000 поцелуев. А вообще, вы знаете, я так подумала, почему мы так сильно любим вот эти истории? Вы заметили, да? Это как моя бабуля говорила, в своем глазу и бревна не видишь, а в чужом и соломинку замечаешь. Часто мы настолько сами вовлечены в свои личные истории, что нам трудно увидеть логичность или нелогичность наших поступков. С другой стороны, наша психика имеет очень сильный защитный механизм рационализации, отрицания и много-много-много всего еще, потому что никому не приятно чувствовать себя идиотом, дураком или какашкой. Ну, а когда мы слушаем чужие истории, мы от всей души в них погружаемся, мы прекрасно в них разбираемся, мы очень четко анализируем и понимаем, что же происходит, почему так происходит и что автору письма нужно делать. Вы заметили, например, почему так популярны реалити-шоу? Пару лет назад мы с моей подругой Галиной, с психотерапевтом, у нас была прям традиция. Мы смотрели реалити-шоу, которое называлось Love is Blind, Любовь слепа, и каждую неделю ходили гулять и обсуждали героев. Потому что, несмотря на то, что это в чистом виде было, конечно, постановочное шоу, тем не менее, там собрали наиболее типичные примеры, наиболее типичные пары. И потом перипетии, которые происходили уже внутри реалити-шоу, они были тоже наиболее типичны по сравнению с тем, как это происходит в обычной жизни. Совсем недавно, когда я готовила материал к какому-то из моих видео, YouTube мне предложил неожиданно очень интересное реалити-шоу, которое называется Dream Life. 4 участницы шоу проходят психологический курс, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Знаете, как бывает, когда есть желание перейти на новый уровень, сменить работу, найти себя, выйти из отношений, которые вас разрушают, больше зарабатывать, попросить прибавки, ну много еще всякого. И вы знаете, что вас постоянно тормозит вот это вот. Ой, мне страшно, а что если? Да кто я такая, кто я такой? А что они подумают? Ой, да не буду даже пытаться, все равно не получится. Вот это шоу как раз про внутреннюю работу на себя, которая влечет за собой внешние перемены. Я первые 3 серии наблюдалась реально не отрываясь. Снято действительно очень классно, очень профессионально, и работа психолога просто очень высокого уровня. И каждая новая серия еще интереснее. Во 2-й и 3-й серии уже были такие практики, которые можно повторить самостоятельно и получить желаемый результат. Ну, конечно, интереснее всего начать со знакомства с героинями, ведь в них и их проблемах наверняка каждый из вас сможет узнать себя и посмотреть на это как бы со стороны. Я поставлю ссылки на все серии в описании, обязательно посмотрите. Вы же знаете, что я верю и доказываю своим примером то, что любое время, инвестируемое в себя, проведенное в работе над собой, не проходит зря. Ссылочки на первые 3 серии будут в описании к видео. Встречаемся в комментариях к этим видео. Расскажите, кто из героинь вас больше всего бесит, а кто кажется наиболее правдоподобным. Ну, а наша с вами история началась пару лет назад. Началась она в интернете, как большинство международных браков. Девочка и мальчик познакомились. Девочка из прекрасного украинского старинного города, мальчик из штата Джорджия. И все это у них было хорошо. Общались они онлайн, встречались несколько раз и решили пожениться. И тут наступила пандемия, и они поженились там, в ее стране, в Украине.
И он вернулся обратно, потому что если вы женитесь, прежде чем переезжаете, то вам нужно дождаться получения визы жены, вы ее должны получать там, где вы есть. И когда наступила пандемия, они решили, что же они будут вот так мыкаться, они решили съехаться. И так как у девочки во Львове она могла его к себе принять, а она к нему не могла переехать, соответственно, он переехал к ней. И как-то так получилось, что часто бывает, что она ничего не знала об его финансовом положении, о том, что он, в общем, без кола и без двора. Незадолго до переезда он попал в аварию, и так как в крови у него был обнаружен алкоголь, ему не выплатили никакую страховку за этот автомобиль. По какой-то причине у него в 36 лет не было абсолютно никакого жилья. Как говорится, ни котенка, ни ребенка, ни курей, ни метей, как я это часто говорю. В итоге он приехал к ней в Украину гол как сокол, зато муж ухаживает, заботится, готовит, помогает ей. По-русски или по-украински, естественно, не говорит, что для него было большой проблемой. Его все раздражает там, где они сейчас живут, в ее городе, потому что это не Америка. Он на все ругается, пару раз попадал в истории, где его там один раз даже избили и ограбили. И так продолжается уже больше года. И наша девочка вся в истерике, вся в отчаянии, не знает, что же ей делать. Потому что она поняла, что на свою голову она вот завела себе ту самую лисичку. Помните, как в сказке про Заюшкину избушку? Пришла весна, лисичка зайчика из избушки-то и выгнала. Вот тут точно так же. Она работает, платит за квартиру, платит за еду, за все. У него нет работы, у него ничего нет. И вероятность того, что ей подтвердят визу жены на сегодняшний день с ним не работающим мужем, очень мала. И, естественно, у нее по этому поводу большие переживания. Он, конечно, разводиться не хочет, он очень хорошо устроился. Итак, наша девушка оказалась с сундуком без ручки, который тащить уже просто невозможно. Мужчина, американец, не говорящий ни на каком из местных языков, ни на украинском, ни на русском, не имеющий работы, не имеющий желания искать эту работу. Но он ее официальный муж по украинским законам, и они уже отправили документы на получение ей как визы жены. Получит ли она эту визу, неизвестно. Как я уже упоминала, для того, чтобы получить визу жены, американский муж должен подтвердить свою способность поддерживать новопривезенную жену 3, что ли, года. Сейчас мне знающие американские жены, которые меня еще все смотрят, они мне сейчас скажут. Соответственно, мужчина, который вообще сам не живет сейчас в США, у него нет дома, у него нет машины, у него нет зарплаты, какой он может привести жену, это все очень под большим вопросом. Поэтому девочка наша оказалась в ситуации, когда типа, ё-моё, что же я сделал? И вот этот заюшка со своей избушкой, из которого его выживает лиса. Я, честно говоря, моя реакция на эту историю была однозначной. Разводиться срочно, разводиться к чертовой матери, пока нет никаких последствий. Они достаточно молодые, и последствия в виде детей, я уверена, не замедлят появиться. Поэтому это надо делать прямо сейчас, прямо сегодня или даже уже вчера. Не жалеть никаких денег. Я уверена, что развод в Украине, так же как развод в России, это не такая затратная штука и не так долго и не так муторно, как, например, вам бы пришлось в Америке. Но ожидать, что человек поменяется, по-моему, совершенно напрасно. И ждать, что вот сейчас придет каким-то волшебным образом виза. Да не дай бог, даже она придет, эта волшебная виза, и вы переедете с ним в США. Там, где вы у себя, в своем прекрасном городе, в своей прекрасной квартире, ваша ли она или там вы ее снимаете, тем не менее, вы на своей земле всеми ногами. Оказавшись в новой стране, с человеком, на которого нельзя положиться и от которого нельзя ожидать поддержки, ну, может быть, вы и справитесь, я же вас совсем не знаю. Возможно, вы вообще как схватитесь и как попрете, но нужно быть готовой к тому, что поддержки у вас не будет никакой. С самого первого дня, сразу же по прилету, вам нужно будет полагаться только на себя, и кроме этого у вас еще будет в качестве обузы муж. В Америке, в некоторых штатах алименты и поддержку супругу могут платить как мужья своим бывшим женам, так и жены своим бывшим мужьям. Так что если вы взлетите и все у вас пойдет хорошо, вполне ожидаемо может случиться совсем другая сторона этой монеты. Вам придется платить ему алименты, вам придется его поддерживать.
Поэтому думайте сами, решайте сами, конечно, но мое вам генеральское напутствие: разводиться к чертовой матери. И обязательно посмотрите терапевтическое шоу Dream Life, потому что там как раз именно об этом, о работе над собственными страхами, о работе над собственными убеждениями, которые нас приводят к подобным ситуациям. Я уверена, что когда вы этого человека встретили, у вас не было ни малейшего намерения, только лишь бы переехать в Америку, хоть тушкой, хоть чучелком. Ну что вы, я ни про кого так не думаю. Даже если вы станете утверждать обратное, я уверена, что у вас была только чистая, настоящая любовь и желание найти простое женское счастье. И я уверена, что никто из наших зрителей сейчас вас не осудит, что вы знать не знали о его финансовом состоянии. Это вообще штука непростая в любых-то браках, а тем более в таких межнациональных, международных, когда вы встретились в интернете, выводить на разговор о том, а какая у тебя зарплата, а сколько у тебя долгов, а в собственности ли у тебя дом, а в собственности ли у тебя машина. На такие разговоры выводить очень непросто. Надо на эту тему снять отдельное видео, потому что я все же через это сама проходила с моим бойфрендом номер, не помню каким. Так вот, это все непросто, и никто из моих зрителей, и я-то самая последняя, кто тут кого-то осуждает, никто вас не осудит, что вы упустили момент вообще финансового, материального состояния вашего мужа уже теперь. Как оказывается, даже не жениха, а мужа. Все нормально, не ругайте себя, выходите из ситуации с наименьшими потерями, да, даже если вам придется заплатить за развод, даже если сейчас это будет сопряжено с разборками, с драмой, с разбитым сердцем, вы пишете, что вы его любите. Ну, я думаю, что вы найдете для себя правильный выход и больше никогда не попадете в подобную ситуацию. Друзья, я вам напоминаю, что в подобных выпусках моя роль только рупора, который вам рассказывает истории и дает возможность для героев наших историй потом почитать комментарии. Поэтому обязательно проходите сейчас в комментарии и выскажите, что вы думаете по поводу ситуации, и что вы думаете, стоит ли девушке находить деньги, устраивать ее мужа на работу, чтобы им дали американскую визу, и таки реализовать главную цель, главную мечту, и переехать в Америку, или нужно развестись и закрыть эту тему насовсем, потому что на черта нужна она такая Америка с таким стрессом. Какое ваше мнение? Возможно, у вас есть истории, когда люди взялись за голову и резко поменялись. Буду рада их все услышать. У меня на сегодня все. Еще раз вам огромная благодарность за поддержку и участие в выпусках этой рубрики, потому что мы с вами не просто тут перемываем кому-то кости, а мы на самом деле маленькими комментариями, буква за буквой меняем мир. Да, ни больше, ни меньше. У меня на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Далеко не уходите, впереди еще очень много интересного. Пока-пока.